В этом видео будет не сама стрижка, а персонализация стрижки, то есть обработка самой стрижки текстурными срезами, без филировочных ножниц. Мои подписчики знают, что я не любитель обрабатывать женские стрижки филировочными ножницами. Я это делаю исключительно редко. Как сказал когда-то Артем Любимов, у него на YouTube-канале, есть мастера, которые не доросли до того, чтобы не пользоваться филировочными ножницами, а есть те, которые не дорастут никогда. И я рада, что я когда-то доросла. Итак, я просушила нижнюю затылочную зону и височные. И делаю срез, который называется пойтинг, на расческу. Места, которые очень короткие, я делаю вот так вот, таким методом слайсинг. Постарайтесь ножницы держать под углом 15 градусов относительно волос. Так ваш срез будет более мягким и плавным. Но, как правило, на нижней затылочной зоне это удается нелегко. Тут изгиб шеи, и поставить ножницы под таким маленьким углом не так уж и легко. Но лучше все-таки стараться. В этих местах не стоит спешить, особенно тем, кто со слайсингом не особо знаком. Делайте все медленно и причесывайте. Там, где волосы можно положить на расческу, делайте пойтинг или на расческе, или на пальцах. В затылочной зоне это удобнее делать на расческу. Главное, прочесывайте волосы несколько раз, чтобы волосы на расческе легли именно параллельно друг другу. Они не должны скручиваться между собой. Для этого я обязательно сушу на брашинг, то есть выглаживаю волосы не для укладки, а для обработки по сухому. Волос нужен гладкий и ровный. Тут я также приподнимаю и обязательно прорабатываю зону за ухом. Там скапливается слишком густой волос, и, как правило, он мешает клиенту заправить волосы за уши. Поэтому там я прорабатываю и пойтингом, и channel cutting. Channel cutting я не сильна в английском. Это метод каналирования, то есть выстригания каналов. Тут я делаю пойтинг прям по контуру волос, которые лежат на шее. Главное не спешить. Ножницы у меня с коротким полотном 4,5. Именно поэтому я люблю короткие полотна в ножницах, так как вот такие вот ювелирные срезы длинным полотном делать очень неудобно. И главное, чтобы ножнички были вот совсем остроконечные. Так как есть ножницы с закругленными кончиками, в данном случае было бы очень неудобно. Вот такой вот слайсинг я делаю. Главное, медленно. Опять пойтинг. Пойтинг на расческу. И я оцениваю ситуацию и смотрю, каким срезом и где мне нужно обработать. У данной модели вихры на затылке.
в правой части затылка волосы постоянно хотят уйти в левую сторону, поэтому там особо тщательно нужно их обработать. И вот такой мягкий плавный переход получается. И главное, краевая очень красивая. На височных зонах я делаю слайсинг и channel cutting. Слайсинг — это когда ножницы, плавно уходя вниз, ваш палец сжимает полотно, продвигая вниз ножницы. А channel cutting — это когда вы этим пальцем постоянно работаете. То есть ножницы у вас прорезают, а не скользят. Сейчас будет замедленный кадр. И обратите внимание, это channel cutting. То есть мой большой палец в движении, пока ножницы доходят до кончиков. То есть каналирование. Нижним полотном ножниц я подхватываю буквально сантиметр густоты волос, то есть не врезайтесь в самую густоту. Не пытайтесь подхватить очень густую прядь. Нижним полотном приподнимите не толстую прядь, которую вы будете каналировать, так скажем. Если вы обрабатываете слайсингом, делайте это на сухую, так как на мокрую можно снять очень много густоты. Мокрый волос, он слипается между собой, и слайсинг убирает сразу очень большое количество волос. Поэтому обрабатывать стрижку лучше на сухую, так вы видите, как ложатся волосы и сколько вы убираете густоты. Кстати, вот channel cutting я делаю с двух сторон, и снизу, и сверху, как бы простригая такие остроконечные пряди. Я перфекционист в своей работе, поэтому постоянно где-то возвращаюсь в какие-то места, если что-то не заметила, что-то не то, и дорабатываю. Вот замедленный кадр. Постаралась показать вам поближе, но с приближением самого кадра немножко теряется качество, поэтому простите, но хотелось, чтобы вы увидели это в замедленной съемке и близко. Итак, слайсинг. Мой палец движется один раз. Пока ножницы идут кончиком, продвигаются, я пальчиком помогаю сжиматься полотном. Открываю, сжимаю, открываю, продвигаю и сжимаю ножницы одновременно. Главное, чтобы ножницы стояли под маленьким углом относительно пряди волос, то есть градусов 15, 20, 25. Чем меньше угол, чем меньше градус угла, тем легче будет скользить полотно ножниц по волосам. Для слайсинга не обязательно дорогие ножницы. К вашим ножницам привычным вы можете тоже научиться делать слайсинг, привыкнуть. Главное, чтобы угол был маленький и правильные движения. Изначально делайте это медленно. Скорость появится со временем. Итак, я посушила следующую зону. И опять же прохожусь пойтингом. Я всегда сначала прохожусь пойтингом. Даже там, где я буду делать слайсинг или channel cutting. Я изначально прохожусь пойтингом для того, чтобы смягчить сам срез, сам край среза. И в дальнейшем мне уже легче делать срез или channel cutting, или слайсинг. У меня уже концы мягкие, нету четкой грани.
И вот каналированием опять я делаю текстурный срез, то есть волосы будут ложиться текстурно, как бы разбиваясь на прядки. Филировочными ножницами такого эффекта не добиться. Вы можете со мной спорить, можете писать, может быть, я не умею это делать филировочными ножницами, но в свое время я старалась филировочными ножницами сделать такую текстуру на волосах. Пока не попала на несколько мастер-классов, там, где мне доказали, что все это нужно делать остроконечными ножницами. Нижнюю затылочную зону и височную я, как правило, обрабатываю сидя, так как стоя это делать очень тяжело. Не стесняйтесь сидеть перед клиентом. Он знает, что если вы сели, значит ваша работа будет ювелирная. Такая стрижка у меня занимает около часа, иногда даже больше. Но мой клиент возвращается ко мне только лишь потому, что после моих стрижек у него все замечательно укладывается, быстрее укладывается и лежит все так, как нужно. При правильной стрижке, при правильной обработке волос будет лежать правильно, и клиента не будет проблем с укладкой. Мне часто пишут, что я так говорю, потому что просто не умею работать филировочными ножницами. Ну, может быть, это и так. Мои клиенты возвращаются ко мне только лишь потому, что я не работаю филировочными ножницами. Они уже знают разницу. Они были у других мастеров и знают, как лучше укладываются волосы после какой стрижки. Поверьте, когда вы обрабатываете ножницами остроконечными стрижку, это занимает больше времени, намного больше. Поэтому и цена тут уже, конечно, возрастает. Но клиент к вам обязательно вернется, увидя разницу в укладке. И, кстати, если вы перейдете на обработку стрижки прямоконечными ножницами без филировки, не стесняйтесь поднимать цену, так как такая обработка стрижки дорогого стоит, как сказал один мой тренер по стрижкам. Кстати, именно это видео сейчас находится на другом канале. У меня его, можно так сказать, украли. И сейчас я веду войну и жду ответ YouTube на мою жалобу. И данное видео будет доказательством того, что именно я имею права на это видео. Под видео я оставлю ссылочку на саму стрижку, так как тут я вырезала именно обработку стрижки на сухую. То есть обрабатывала я уже сделанную стрижку, готовую, да. А под видео вы можете по ссылочке перейти именно на саму стрижку. У Наташи были длинные волосы, мы их обрезали. Вот опять же я делаю каналирование на челке. После такого среза челка лежит просто идеально. Она разбивается на текстуру, попрятно. И в укладке очень легко. Обязательно откажитесь от филировочных ножниц. И вы поймете, что клиент обязательно это оценит. И ваша работа удвоится. Ну вот, в принципе, и все. Пишите свои впечатления. Вот как красиво разбивается текстура на волосах. Внизу в инфобоксе переходите по ссылочке на эту стрижку. Ну и обязательно поддержите меня лайком, так как у меня сейчас идет война за видео этой стрижки.
на испанском канале опубликовали мою стрижку и выдают ее за свою. Хотя на видео есть я и моя клиентка Наташа.